Привет, друзья! Я рад вас приветствовать на канале Шокаяма, где мы пробуем всякие вкусности, говорим о вкусностях, делаем вкусности. И вот сегодня мы поговорим. Поговорим мы о такой важной вещи, как шафран. Шафран это вообще самая дорогая специя в мире. 90% всего шафрана добывают в Иране. Вообще это рыльце цветка, которое называется шафран посевной, по-моему, как-то так. Один цветок дает только 3 вот этих вот рыльца. Для получения 1 килограмма шафрана нужно 200 тысяч цветков. Представляете, какое огромное поле, произрастающее одними этими цветками. Собирается это все всегда вручную. Никакая технология, никакая техника не будет этим никогда заниматься. Потому что эта пряность стоит как золото. Наверное. Сколько стоит золото? Обязательно напишите в комментариях. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и комментировать все видео. Вот сейчас все быстренько нажали на паузу и написали в комментариях, сколько стоит килограмм золота. И мы посмотрим и сравним с ценой шафрана. Так о чем мы сегодня собрались? Слушайте, на самом деле огромное количество шафрана, которое вы можете встретить на рынках, это фейк, это не настоящий шафран. Потому что реально это очень хороший бизнес. Брать волосинки от полотенца, красить их в красный цвет, добавлять туда ароматизатор шафрана и продавать как шафран. Вот, где всякие непонимающие люди будут его покупать и есть. На самом деле я очень много встречал на своей практике вообще непонятно чего под названием шафран. Возвращаясь немножко в историю, хочу сказать, что однажды мне папа отдал шафран, который он купил в Марокко. Это было, ну так, чтобы не соврать, наверное, лет 10. Вот этот шафран пролежал у нас дома, если не больше, на самом деле, мне кажется, даже больше. Ну не суть. И я потом на этом шафране, которому уже 10 лет, да, так, на секундочку, ну, минимум, я на нем делал конфеты. На самом деле хватало 2-3 вот этих вот шафранинок для того, чтобы там 300 граммов сливок ароматизировать и подкрасить. Был очень яркий вкус шафрана, мне тогда это просто шикарно понравилось. И с тех пор я больше такого шафрана не встречал. Однажды я заказал в ресторане, не будем называть название, которое у них было блюдо, было ризотто с шафраном. Я подумал, блин, ну если ребята делают это блюдо с шафраном, наверное, у них шафран крутой. Так вот, нифига подобного. Этот шафран был, ну, просто не равня и вообще в подметке не годился тому. Итак, мы привезли из Турции шафран. Он нам обошелся вот здесь вот 2, по-моему, грамма в 300 лир. Это 1800 рублей. Это вообще дешево, потому что в Москве в среднем 1 грамм шафрана вам обойдется примерно в 1000-1300 рублей. Ну, вообще, это очень непонятно, а шафран ли вы купите. Вот, мы купили, пахнет бомбически, просто очень яркий, такой у него аромат, четко отличимый шафран. Мы, когда ходили на рынок специй, можете посмотреть обязательно видео, будет оно здесь закреплено, ссылочка на него будет в описании, пройдите, посмотрите. Там, где мы ходили на рынке, нам показали, как шафран, проверить, настоящий это шафран или нет. Этот мы купили в Каппадокии, тоже в Турции, только другой регион, не на том рынке. И, в общем, мы сейчас, когда мы уже вдали от Турции, и нас никто из них не сможет там найти, мы решили проверить, а настоящий ли нам шафран продали за 300 местных лир, или нас обманули. Для этого нам потребуется вот такая вот восхитительная ступка для шафранчика. Возьмем рыльца одного цветка. Смотрите, какие они красивые. Вот он стоит просто открытым, вот так вот здесь. У меня весь нос полный аромата шафрана. Это очень круто. Итак, первое, что мы должны проверить. Настоящий шафран, по утверждению турецкого продавца, должен крошиться, ломаться на кусочки изоли. Давайте попробуем. Вот видите, он целый. Слушайте, ну он весь раскрошился, да, видно. Теперь
эксперимент с водой. Как заявил нам турок, настоящий шафран, во-первых, окрашивает воду в яркий оранжевый цвет, делает это быстро, и, во-вторых, он плавает на поверхности, а не сразу же идет ко дну. Та-та-та-там, та-там, момент истины. Ну, слушайте, воду он окрасил, но чуть-чуть поплавал, но пошел потом ко дну. Видите? Интересно. Это настоящий шафран? Слушайте, ну, блин, пахнет от этой воды вообще нереально. Да такой же, как был на видео. Посмотрите видео, где мы покупали специи. И скажите нам, а похож ли цвет воды? Давайте попробуем бросить один усик, не разламывая его. Вот тут есть. Я просто хочу посмотреть, он будет плавать или сразу пойдет ко дну. Ну, он плавает. У нас есть еще вот такой вот набор. Вот такой набор турецких специй, среди которых есть шафран. Сравните. Ну, во-первых, он не пахнет вообще. Ну, вообще не пахнет. То есть, если вы когда-нибудь слышали вот запах, ничего. Вот это вот он, ничего не пахнет. Давайте попробуем его растолочь. Вроде бы да, но мне кажется, что это вообще ни о чем не говорит. Набираем кипяток. Не, это не шафран. Не, ну он что-то окрашивает, но запах вообще. Да не. Во-первых, этот яркий. Здесь всего 3 усика. А здесь целая горсть. Ну и если бы вы смогли услышать аромат, то это пахнет просто водой, а этот пахнет шафраном. Я не могу вам сказать и показать стопроцентную вариацию определения натуральности и вообще не фейковости шафрана. Потому что я считаю, что с этой пряностью нужно, с этой специей, да, нужно пообщаться достаточное количество времени, поготовить на ней, понять реально, как выглядит настоящий, и столкнувшись с ненастоящим, я думаю, что сразу же определиться. Давайте, если мы наберем, ну, давайте 1000 лайков на нашем видео, на этом, то мы приготовим ризотто, офигенное вкусное ризотто с шафраном. Вот, чтобы вы могли побаловать себя, побаловать своих близких. Спасибо большое, что смотрели. Не забываем лайки, комментарии, репост, подписка и колокольчик. До скорых встреч. Пока.